когда отвязываешься, понимаешь, все проблемы на самом деле это от нехватки времени. Ну ведь реально, нет времени, нет проблем. Да? Ну, как говорится, официальная версия — помочь страдающим. Именно это нам словесно и уже даже на практике показал Малецкий в момент убийства страдающего бога. Бога Хетентепа. Давайте так, смотря на него, было понятно, Хетентеп ежесекундно переживает сразу все версии себя. Представьте, что в моменте у вас появляются воспоминания, которые вы вроде как не проживали, но получается проживали. И их тысячи, сотни тысяч. Наверное, единственное, что хочется в такие моменты — стереть себе память. Но у меня вопрос. Неужели мне реально стоит довериться организации? Скажу честно, звучит уже не так сомнительно, но черт возьми, все еще сомнительно. Нам как минимум обо всем этом нужно поговорить с Лаей. Давайте сделаем это. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы видели смерть и убийство. Но это было самое нетипичное убийство. Нетипично, ибо в какой-то степени гуманное. Серьезно, даже Малецкий сказал, что не привык смотреть на то, как все эти существа страдают. Поэтому с такими, кто оказался в таком же состоянии, как и Хетентеп, Малецкий разбирается быстро и чисто. Давайте так, мне важно понять, что на все это скажет Лая. Очевидно, что мне ярко намекают: не делай поспешные выводы. Поэтому сначала разобраться, потом действовать. Но небольшое ответвление. Прежде чем куда-то телепортироваться, я заметил, у меня отмычек мало. Давай-ка заранее возьмем немного железа, бабахнем железные стержни и получим много отмычек. Спасибо. Ну ладно, вроде я более или менее успокоился. Небольшая передышка пошла мне на пользу. Однако после пережитого вчера в Мисре я не знаю, смогу ли я действительно обрести спокойствие в ближайшее время. Или вообще когда-либо. Ох, Хетентеп. Его жалкая скрюченная фигура до сих пор стоит у меня перед глазами. А ведь он не был обычным существом. Он был богом, черт возьми. Богом-покровителем наук, богом знаний. Он превосходил интеллектом и эрудицией всех остальных. И тем не менее, эти страшные мучения затуманили его разум. От рациональности самого ученого из богов не осталось ничего. Осталось только чистое безумие. Такое зрелище шокирует. До глубины души шокирует. Столько страдания было в его глазах. Ну да, мы поняли, как работает это убийственное время. Черт. Кажется, теперь я действительно начинаю понимать Малецкие и других сотрудников организации, которые верят в то, что помогают этим несчастным. Но мне не дает покоя взгляд Хетентепа. Если присмотреться, то он был уже мертв. Мертв до того, как Малецкий нажал на курок. Но, блин, неужели это действительно единственный выход? Я понимаю, что Малецкий в это верит, и остальные сотрудники, видимо, тоже. Но не Лая. Может быть, она убеждена, что можно как-то помочь этим существам, но при этом организация не хочет этого делать? Или организация просто не знает способа помочь и не ищет его? Было бы здорово, если бы Лая поделилась со мной своими домыслами. Но с другой стороны, возможно, организация все-таки просто не знает способа, но пытается, действительно пытается найти его. Но не находит. Пока не находит. Так, ладно. Сейчас я снова прихожу к тому, что единственный способ узнать, чем же организация занимается, это вступить в нее. Однако для этого мне нужно пройти какую-то процедуру отвязки. Лая говорила, что нет, ни в коем случае нельзя на это соглашаться. Но при этом до сих пор не объяснила, почему. Это, кстати, второй вопрос, который я хотел бы задать ей, и ответ на который очень бы помог мне. Значит, самое время навестить мою гостеприимную подругу. Кажется, мы сейчас будем допытывать ее, и в этот раз она не отмолчится, правильно? Хотя, с другой стороны, она, как обычно, может написать Малус. Короче, скафандр, здравствуйте. Далее, Прунус. Так. И вы то... Ой. Ой, подожди, у нее что... У нее что-то было.
Ну, здравствуй, Лая. Давно не виделись. Ты где пропадала-то? Нет, тебя это не касается. Какие новости? К тебе снова приходил кто-то из организации, так ведь? Ну да. Подожди, а как ты узнала? Ну так, вид у тебя какой-то потерянный и подавленный. Вот и подумала, что еще могло довести тебя до такого состояния, кроме как верных псов организации? Ну, верных псов, серьезно? Ты же сама там работала еще совсем недавно. Вместе с этими самыми псами. Нет, серьезно. Неужели ты так быстро успела проникнуться к ним таким презрением? О, все, нет, не надо, я твои нотации выслушивать не намерена. Да, я сама недавно работала вместе с этими псами. И сама была у организации на поводке. Наивная. Ах. Ну а как еще назвать этих моральных коллег, а? Аса — настоящий цербер, а Малецкий — тренированная овчарка. Хм, а ты, видимо, чихуахуа, да? Что? А ты неплох. Шпилька засчитана. Признаю в тебе достойного соперника. И все-таки скажи мне, они снова приходили, да? Да, Лая. Малецкий приходил еще пару раз. Пару? Даже точнее сказать 3. Или 4. В смысле 3 или 4? Ты что, уже со счета сбился, что ли? О, Лолошка, я надеюсь, он так к тебе зачастил, потому что ты категорически отказываешься вступать в организацию, а он тебя пытается уговорить. Ну, вообще, кстати, да, так и есть. Хорошо. Но слушай, Лая, если честно, я пришел потому, что Малецкий почти убедил меня присоединиться к ним. О, нет, опять ты за свое. Я уж думала, что нашла себе относительно адекватного союзника. Что рано или поздно смогу тебе довериться, и вместе мы пойдем против организации. Но, Лая, вот опять ты начинаешь. Почему бы не довериться прямо сейчас, а? Почему ты мне сейчас ничего не рассказываешь? Неужели ты не понимаешь? Я ведь в организацию вступать собираюсь именно ради того, чтобы докопаться до истины. Ну, допустим, ладно. Расскажи мне, что ты знаешь на данный момент. Ага, и, видимо, рассказываем, да? Угу, я поняла. Действительно, с твоей стороны это выглядит так, будто вступить в организацию, чтобы понять ее мотивы, это, признаю, хорошая идея. Но вот именно поэтому сейчас я объясню тебе, почему это не так. Когда ты вступишь в организацию, ты попадешь под ее влияние, Лолошка. Это сейчас ты сомневаешься, но поверь мне, все они профессиональные лгуны и владеют техниками убеждения, как никто другой. Ты обернуться не успеешь, как они промоют тебе мозги, а ты будешь уверен, все это время ты будешь уверен, поверь мне, что довериться им — это совершенно рациональное решение. Да, но, Лая, я ведь предупрежден. Хоть ты и не рассказываешь мне, почему ты считаешь их злодеями, я прекрасно понимаю, что нельзя на слово верить тому, что они говорят, и... Но нет, Лолошка, это все тебе сейчас так кажется. Но я еще раз повторю, ты не представляешь себе, насколько убедительными они умеют быть. Ну ладно, я вижу, что для тебя это недостаточно веский аргумент. Поэтому напомню тебе про обязательное условие вступления в организацию. Про отвязку. Уверяю тебя, никто в здравом уме не согласился бы на такое, если бы знал, каково это на самом деле. О, вот ты опять это говоришь. Но почему? Что в этом такого страшного? Скажи мне! Ладно, хорошо. Я расскажу тебе. Во всех подробностях. Давай начнем с того, что все твои родные, близкие и друзья, любые привязанные, с которыми ты успел построить отношения, все они умирают на твоих глазах. Их жизнь для тебя лишь одно мгновение. Да, организация запрещает сотрудникам вступать в контакт с привязанными, и уж тем более вступать с ними в какие-либо отношения. Но всегда повиноваться этому правилу практически невозможно, иначе просто начинаешь сходить с ума. Изголодавшийся мозг жаждет нормального общения. Не общения с коллегами, с этими бессмертными мертвыми при жизни, а общение со смертными существами, Лолошка, в которых еще жива душа. Знаешь, бывает даже не разрешаешь себе ни с кем разговаривать, но просто кто-нибудь в толпе приглянется, и потом ты следишь за этим существом, наблюдаешь, как оно растет, принимает решения, взрослеет, стареет, строит отношения с кем угодно, но не с тобой, потому что тебе нельзя. А тебе все это время так нужен друг. И потом этот друг, который никогда даже не знал тебя, умирает.
Все, что ты видишь вокруг себя, это смерть, Лолошка. Ты когда-нибудь задумывался о том, что такое смерть? Смерть — это время, а время — это смерть. По сути, это эквивалентные понятия. Я уже сказала, что отвязанные становятся бессмертными, поэтому наш удел — вечно наблюдать за смертью вокруг нас. Ты думаешь, это легко? Да ты даже представить себе не можешь, что это такое. Нет, знаешь, вообще-то, Лая... Да, точно. Ты же мироходец. Возможно, частично, наверное, можешь понять, о чем я, но... Поверь, Лолошка, все это лишь частично. Ни одна из существующих во вселенных концепций ада не передает даже близко тех мучений, через которые тебе придется проходить постоянно. И это навсегда меняет тебя. Меняет твою личность, разрушает твою душу. Очень медленно, Лолошка. Как древоточцы поедают изнутри вековое древо. Как будто внутри тебя поселяется мерзкий паразит, который понемногу, по кусочку, незаметно пожирает твою душу. А потом ты вроде как и замечаешь его, хочешь выгнать. Но нет, уже поздно. Ты пытаешься закрыть глаза на его существование, убедить, что да нет же, все в порядке, что ты точно никогда не потеряешь себя, не потеряешь свою душу. И вот однажды ты просыпаешься, а души у тебя больше нет. В отчаянии ты начинаешь ходить по коридорам Синклита и ищешь глазами. Неужели никто из твоих товарищей не замечает этого? Неужели они не видят, не чувствуют, что там от них, внутри, ничего уже не осталось? И вот, спустя время ты наконец находишь такие же безумные, полные отчаяния глаза, как и твои, и... Ладно, знаешь, Лолошка, я думаю, ты уже понял, что это никакие не игрушки. Преимущество отвязки — это самая наглая ложь, какую ты слышал от организации. Пока что. Они обещают бессмертие. И да, они действительно в каком-то смысле правы. Но даже это бессмертие, как это ни парадоксально звучит, не бесконечно. Тем более, учитывая твои особенности, тебе должно быть только проще понять, что не нужно этого делать. Если даже сейчас я тебя все еще не убедила, раскрою еще одну деталь. Для вас, мироходцев, отвязка от времени проходит особенно болезненно и имеет крайне жесткие последствия. Нет, я не могу сказать тебе, какие именно, потому что сама не знаю. Но я могу поручиться, что человек, который рассказал мне об этом, точно не врал. Я надеюсь, теперь-то ты понял, что отвязываться нельзя, ни в коем случае. Ни хрена себе, это было мощно. И знаете, вот представьте вот чаша весов, и на протяжении многих-многих серий Малецкий, он вот так вот постоянно все больше перевешивал, все больше и больше и больше. И тут Лая, которая наконец-то, черт возьми, высказалась. Слушай, ладно, это было хорошо, это было правда круто. Меня правда смущает, почему ты раньше это не сказала. Так, еще раз. Преимущество отвязки — это самая наглая ложь, какую ты слышал от организации. Пока что. Ладно, я начинаю понимать Лаю прям очень хорошо. Это, конечно, все еще не стопроцентное понятие, потому что она не все рассказала, но она явно рассказала все то, что нам было интересно. Все это время нам было интересно, и вот оно. Поведала. Нам бы только понять, что она в итоге делает. Когда я пришел, она держала какой-то пергамент, какую-то бумагу. Так, ладно, еще раз, что ты сказала? Я надеюсь, теперь ты понял, что отвязываться ни в коем случае нельзя. Ну, знаешь, реально дошло. Спасибо. По правде говоря, я как Рома, вот именно как Рома, я все время думал вот точно так же, что и сказала Лая. Ты пытаешься закрыть глаза на существование этого паразита, убедить себя, что все в порядке, что ты себя не потеряешь. И вот однажды ты просыпаешься, а души у тебя уже больше нет. Наверняка вы много раз слышали фразу в духе «не потеряй себя». Ну вот она идеально подходит под весь этот монолог Лаи. И ведь самое-то главное, мы даже не знаем, какие способы использует организация. Но надеюсь, то, что нам все-таки раскроется больше информации. И что же мы хотим сказать? Пообещать Лае не отвязываться от времени
и не вступать в организацию. Пообещать Лае не отвязываться от времени и спросить про методы организации. Аккуратно избежать ответа на вопрос и спросить про методы организации. Знаешь, мне кажется, что хочется понять, чем занимается Лая. Кажется, она что-то придумала. Поэтому давай вот это. Не отвязываться от времени и спросить про методы организации. Да, Лая, кажется, я понял. Ты сейчас была очень убедительна. Я не буду соглашаться на отвязку. Но все-таки у меня к тебе есть еще один вопрос. Почему ты так ненавидишь организацию? Ты сейчас серьезно? Нет, правда, я согласен, что нет ничего хуже убийства. Но почему ты так уверена, что организация просто так хочет убивать? Я вместе с Малецки ходил на задание. Я видел, что происходит с выжившими. И... Что еще Да раз? нет, ну стой, остановись. И в какой-то степени я даже понимаю, почему организация принимает решение закончить эти страдания. Хэтентеп сам молил о спасительной смерти. О, Лолошка, ну ты, конечно, даешь. Ты ведь понимаешь, что речь не идет о двух вариантах, да? Жизнь в страшных муках или спасительная смерть. Третьего не дано. А как же насчет отвязать всех от времени, а? По словам организации, это же просто мечта. Они так хвалят, это замечательная практика. Почему бы тогда просто взять и не осчастливить всех, а? Почему бы не принять всех страдающих в организацию? Нет, убить, конечно же, лучше. Но нет, подожди, ты же только что сказала, что отвязка это ад. Да, отвязка это правда ужасная. Но как минимум, благодаря отвязке, существо может прийти в себя и принять информированное решение о своем последующем существовании или его прекращении. Ты сказал, что твой друг молил о смерти, да? И Малецкий, значит, великодушно освободил его. А ты не подумал о том, что твой друг, вообще-то, был не в состоянии принимать такие решения в тот момент? Ты считаешь, что он был в здравом уме? В трезвой памяти? Ну ладно, я понял тебя. Нет, я так не думаю. Вот именно. Организация запудривает мозги своим сотрудникам, убеждая, что смерть — это единственный выход. Но я не верю им. Организация принимает решение об убийстве других существ, как будто их жизни принадлежат ей. Такой власти не должно быть. Ни у кого не должно быть, Лолошка. Но, ладно, ты-то, конечно, можешь делать, что хочешь. Я понимаю тебя. В свое время организация также промыла мне мозги. И я так же верила, как ты сейчас. Как Малецкий. Вообще, если честно, он был отличный начальник. И просто хороший человек, несмотря ни на что. Но он полностью под их влиянием, Лолошка. Возможно, когда-нибудь мне удастся с ним поговорить. Удастся убедить его, но... Я понимаю, что на данный момент это просто невозможно. Все. Я рассказала тебе все, что могла, и даже больше. Решение за тобой. А теперь оставь меня. У меня есть дела. Да, хорошо. Пока, Лая. Угу, пока. О! Что ты рисуешь? Вот что это? Блин, и самое главное ведь достала прямо передо мной. Чё, я не могу спросить прям совсем? Давайте так, честно скажу, вот у меня, как у Ромы, чаша весов Малецкий и Лая снова сравнялась. Если моментами Малецкий прям сильно перевешивал, то теперь Черт, я прям очень сильно верю Лае. Очевидно, все то, что она произнесла, она в это верит. Ровно так же, как и Малецкий. Все то, что он произнес, он тоже в это верит. У нас такая крутая дилемма в этом сезоне. Блин, это дилемма жизни и смерти. Это так круто. Ни в одном сезоне такого не поднималось, и это все так сильно подается. Вау. Короче, надежда на то, что Лая что-то там придумает. Может быть, она реально строчит какой-то план. Но, знаете, что я заметил? У Малецки и у Лаи седые волосы. Как будто все, кто отвязываются от времени, получают вот такую небольшую прядь седых волос. Ой, так, у меня костюм разрядился больше, чем наполовину, поэтому, наверное, пора прописать мало. Угу. Ложка, здорово. А ведь давненько тебя жду. Ну, вроде как. Не помню уже, как определяется давно, кстати. Ты где был-то? Блин, ты чё тут забыл, чувак? Да так, гулял по мирам, виделся с Лаей. Пытался выследить главный штаб организации. Гулял по мирам, да. Понятно.
Слушай, ну ладно, я чё пришел-то? Спросить, как ты вообще? Я не понимаю, много ли прошло времени или мало? Успел ли ты там отойти от того зрелища? Мне правда, если что, жаль, что тебе пришлось через такое пройти. Всем нам, правда, приходится. Да. Тяжелая эта работка. Тяжелая, но необходимая. Так и чё в итоге, ты как себя чувствуешь? Ну как тебе сказать, Малецкий? Я не очень хорошо себя чувствую. Но ты не переживай, я справлюсь как-нибудь. Ты тут вряд ли мне чем-то поможешь. Кстати, Малецкий, а как тебя зовут? Что-то я все время к тебе по фамилии, да по фамилии. Да, есть такое. Почему-то всем очень нравится называть меня по фамилии. А звать меня Кацпер. О, очень приятно, Кацпер. Да не волнуйся, можешь звать меня и по фамилии, я уже привык. Ну, хорошо. Слушай, у меня, знаешь, к тебе парочка вопросов. Все-таки мне не дает покоя одна вещь после увиденного в Мисре. А неужели нет никакого другого способа закончить страдания этих несчастных? Не существует там лекарства, антидота, способа перенести их в другую ветку? Да в конце концов, почему бы просто не отвязать их от времени, а? Я понял. Ты, короче, с Лай разговаривал, да? Прям ее почерк, прям чувствуется. Ну, да, допустим, разговаривал. Но все эти сомнения у меня появлялись и до разговора с ней. Где же ты с ней встречаешься, а? Так... Что? Ты ждешь от меня ответа? Ну хорошо, позволь мне тебе все объяснить. Все, что мне самому известно. У нашего исследовательского отдела, Лолошка, эта проблема в абсолютном приоритете. На общих брифингах наши ученые регулярно выступают с докладами. Так что я совершенно убежден, что они активно ищут ответ на вопрос, как можно было бы помочь этим существам, не убивая их. Ой, к сожалению, пока что нет. Ответ найти не смогли. Вот ты прям реально думаешь, мне нравится убивать этих несчастных, да? Вообще-то это очень мучительно. Но постепенно привыкаешь, потому что понимаешь, что это необходимо же. Как бы страшно это ни звучало. А вот, кстати, что насчет касается отвязки твоего вопроса. Видишь ли, Лолошка, отвязка подходит далеко не всем. По данным исследовательского отдела, менее 0,01% существ успешно проходят процедуру отвязки. Я в подробности не вдавался, не хочу слышать такие ужасные вещи. Но если ты присоединишься к нам, сможешь сам сходить в исследовательский и спросить у них. Но я точно знаю, что некоторые сходят с ума. Если ты когда-нибудь окажешься в Синклите, я сам тебя отведу. Покажу тебе место, где живут те, кто не справился с отвязкой, сошел с ума. Ты только не подумай, что мы их держим там в плохих условиях и все такое. Палаты отлично оборудованы, честно. Хотя этим ребятам уже, в общем-то, все равно. Короче, да, пойми, отвязка от времени подходит далеко не всем. Поэтому вербовка — дело такое, тонкое. Очень редко нам попадаются существа, подходящие для отвязки. А затем их нужно еще и должным образом подготовить. Вот. А еще, знаешь ли, Лолошка, не забывай о протоколах секретности. Поверь, организация действительно вынуждена хранить факт своего существования в секрете. Иначе это самое существование окажется под угрозой. И тогда мы не сможем выполнять возложенную на нас важнейшую миссию. Поэтому вот мы и отвязываем от времени и принимаем в организацию только тех, кому можем доверять. Не, ну реально, представь себе, что будет, если мы без разбора станем отвязывать абсолютно всех выживших. И приводить их, тем более в Синклит. Нет ведь никаких гарантий, что они будут вести себя адекватно. А снова привязать их ко времени мы уже не сможем. Отвязка – процесс необратимый. В итоге вот некоторые из них будут постоянно подвергать риску само существование организации. А я вот так понимаю, это... прецеденты-то были. Организация тогда еле-еле смогла выкрутиться и замести следы. Поэтому мы помогаем выжившим как можем. На данный момент нет никаких других способов, Лолошка. Нет. Ой. Слушай, наверное, я тебя уже достал всем этим, да? Поэтому спрашиваю без особой надежды, но все-таки... Может быть, ты присоединишься к нам. И своими глазами наконец увидишь, что все то, что я тебе рассказываю, это правда. Нет, Малецкий, я пока не уверен. Я бы вступил, если бы не процедура отвязки. Да,
Да ты чё? Так это же наоборот самое классное! Ты только представь! Тебе больше никогда не нужно бояться смерти! Совсем! У тебя будет целая бесконечность впереди, чтобы заниматься любимыми хобби. Работы у нас, правда, тоже много, но отдохнуть ты всегда успеешь. Ты же будешь жить вечно! О, Лолошка, ну вот просто представь себе! Ты сможешь завести себе робота-питомца! Мы с тобой вместе их будем выгуливать во дворе Синклита! О, ты даже не представляешь, сколько разных развлечений на штабе есть! И совсем ни о чем не нужно переживать. Когда отвязываешься, понимаешь, все проблемы на самом деле это от нехватки времени. Но ведь реально, нет времени, нет проблем. Ну, что скажешь, Лолошка? Ледяной взгляд смотрящего вызывает тревогу. Да? Чё там, Лолошка? Лолошка? Алло, Лолошка, ты куда уставился? Ты что-то решил? То есть ты не видишь смотрящего? Потому что отвязанные от времени не могут видеть смотрящего. То есть если я отвяжусь, то я потеряю не просто всех, я еще и потеряю смотрящего. Ну тут ладно, давайте так. Как будто более очевидным стал тот факт, что я не хочу. Ну типа, нет, no, sorry. Согласиться вступить в организацию с отвязкой от времени. Согласиться вступить в организацию при условии, что можно будет не отвязываться. Слушай, так это подходит, вот это хорошо, да? Окончательно отказаться от вступления в организацию. Вот. При условии, что можно будет не отвязываться. По-моему, это хорошо. Типа, мне-то главное остаться во времени. Гоу. Малецкий, давай так, ты уж прости, но я категорически не хочу отвязываться. Но вступить был бы не против. Да, подожди. Но у меня есть идея. Я же мироходец, да? Значит, я могу перемещаться между мирами самостоятельно. Нельзя ли мне вступить в организацию, не отвязываясь? Ну да, в качестве исключения. Вы же так отчаянно меня пытаетесь зазвать и все такое. Я себе цену знаю, между прочим, Малецкий. Ну это ты выдал, конечно. Но ты понимаешь, что нам не очень нужен сотрудник в одной ветке. Мы-то, понимаешь, не совсем между мирами перемещаемся. Так что... Да нет, ты не понял. Я вроде как могу и во времени перемещаться. Чё? Просто, понимаешь, я сюда попал уже после конца света. Так что, возможно, с этим проблем тоже не возникнет. Ну... Ладно, слушай, звучит вообще-то довольно разумно. Может быть, могло бы и сработать. Только я сам-то, естественно, не уполномочен принимать такие решения. Это мне с высшим руководством переговорить надо. Уж очень необычные трудовые условия ты предлагаешь, очень необычные. Я сейчас тогда в штаб сгоняю, окей? Изложу им твой вариантик. А с тобой скоро свяжутся. Ты только Лолошка, не уходи никуда, не уходи. Ну или, можешь, там, уходи, но только недалеко. Только главное, не передумай, пожалуйста. Ладно, я пошел. Давай, пока, Лолошка. Пока. Ты посмотри, как загорелся, а? Подожди, реально? Ну, давайте так, перемещаться во времени Лолошка, конечно, смог, но только один раз за всю историю. Это когда он бежал сверхбыстро по вневременной пустоши. Тут суть-то в том, что мы даже не сможем переместиться во вневременную пустошь без матери. И... Короче, это все звучит как какой-то немножко бред. Бред не в том плане, что это не работает. Нет, это скорее работает, просто для этого нужна сила. А бред в том плане, что... мы не сможем доказать это Малецкий. Как? Мы тут телепортируемся между мирами, и нас жестко бьет скинтонит, а тут, по сути, предлагается через вневременную пустошь пройти через время. Ну а если серьезно, то, что я сейчас говорю, оно пока непонятно, как работает. Это прикольно, что начали раскрывать, и это прям имба. Но меня вот что смутило. Снова привязать их ко времени мы уже не сможем. Отвязка — процесс необратимый. По данным исследовательского отдела, менее 0,01% существ успешно проходит процедуру отвязки. Откуда такая уверенность, что именно я отвяжусь? Я в подробности не вдавался, потому что не хочу слышать такие ужасные вещи. Просто он все это мне так говорит, как будто уверен, что у меня-то точно получится. И давайте мое мнение как Ромы. Нет, в этот раз Малецкий после информации Лаи меня как-то уже не особо убеждает. Но если он сможет договориться о том, чтобы я смог принять участие в организации без отвязки,
Это будет интересно, правда интересно. Только как это будет выглядеть? И почему я им так интересен? Вот самое главное, что они в мою сторону идут слишком большими поблажками. Очевидно, что они обо мне знают что-то такое, из-за чего и соглашаются. Ай, ладно, будем посмотреть. Что? Задание экстренный сброс воды. Что в плане? Не понял. Необходимо срочно сбросить воду, иначе систему замкнет. Подожди, о чем? Бляха-муха! О май гад! О май гад! О май гад! О май гад! Подожди, что происходит? Внимание, внимание, критический уровень воды. Требуется ручной сброс. Для того, чтобы осуществить сброс воды вручную, необходимо открыть запорные клапаны в нижней части водяного резервуара. Эту операцию необходимо произвести как можно быстрее во избежание короткого замыкания центральной системы. Реально вода поднялась. Подожди, ой, блин, что так резко-то все? Сейчас, погоди, поем. Я правильно понимаю, что мне сюда нужно? Там, я помню, что-то с водой было связано. Так, давай. Здравствуйте, что мне? Вот вентиль. Давай, крутить. Потом крутить. Что? Крутить, крутить и крутить. Это было быстро? И не так опасно, как будто. Так, ладно, выходим. Привет. Что такое? Я, если что, уже все починил. И нет, я не собираюсь проходить через эту процедуру. Я пообещал Лайи. Короче, смотрящего... Я не понимаю, его беспокоит то, что я думаю об отвязке или нет? Что-то как-то странно, да? Что он там еще раз сказал? Нет времени, нет проблем. Вот он, вот, точно! Смотрящий олицетворение времени. Ну да, интересно, короче, что это за организация такая. С тобой мы больше действительно не поболтаем. Можешь посидеть, я в целом не против. Сфоткать мы его, конечно же, не можем. Потому что это работает примерно вот так. Ну и, наверное, давайте впервые вместе со смотрящим будем заканчивать серию. Это было действительно мощно. Мне суперски понравилась эта серия. Так много информации. Если раньше я думал, что в других сериях нам много информации дали, то теперь эта информация начинает синергировать сама с собой. И самое главное, немного опровергать и раскручивать саму себя. Именно поэтому у нас появляется вот эта вот чаша весов. Мы не понимаем, за что конкретно зацепиться. И то, как это подается в этом сезоне, это офигенно. Пока что ни в одном сезоне у меня не было вот такой мысли, что я не знаю, что выбрать. Опять же, будем посмотреть. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, про лайк. Не забывайте про подписку. Ваша поддержка — это лучший буст мотивации. Напишите что-нибудь хорошее определенным там людям в команде, если хотите. Это тоже интересно почитать. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лол-Ложка и Смотрящий, который явно немножко что-то переживает. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.